Чем ответят Соединенные Штаты Америки на вызов глобальной безопасности, как говорят в самом Белом доме, на войска КНДР, которые уже на территории России и уже фактически в боях? Смотрели ли там или следили за этим сборищем, которое назвали саммит БРИКС? И насколько опасны некоторые звонки мультимиллиардеров к российскому диктатору Путину? Обо всем этом и не только говорим прямо сейчас. Это прямой эфир Ютуба 24 канала. Зовут меня Ирина Узлова. И вместе со мной, друзья, как вы видите, как вы ждали, как вы знаете, Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округ Рок, штат Висконсин, один из самых неповторимых и при этом волнительных и колеблющихся штатов. Юрий, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Слава Украине! Героям слава! Ирина, приветствую вас. Да, вы вот прямо почти что в таком пурпурном цвете, как штат Висконсин. Спасибо в нашу честь. Да, у нас невероятно, знаете, остается просто буквально несколько дней до выборов. Напряжение растет. Давайте обсуждать. А давайте с этого и начнем. Я так подумала, потому что о Путине, бог с ним вообще, то есть с ним дьявол, конечно, но мы с ним попозже поговорим. А насколько сейчас все более колеблющаяся атмосфера, неспокойная или наоборот где-то местами предпраздничная? И кто должен сейчас больше нервничать? Трамп, Харрис или все вместе, или непонятно пока? Знаете, такая ситуация, что мы то ли сами себя запугали, то ли это действительно мы находимся в таком кризисе, в котором все зависит от того, в какую сторону люди вокруг меня пойдут и проголосуют. Но люди начинают слегка нервничать, потому что мы видим цифры, и цифры говорят о том, что несмотря на то, что Трамп говорит невероятные вещи, включая того, что ему не хватает генералов Гитлера, и так далее, и так далее. И каждый день, и каждый новый его подпускает к микрофону, он говорит что-то совсем безумное, и его предложения не кончаются там, где они начинаются. И тем не менее у этого человека почти половина страны избирателей вроде бы его поддерживает. И мне кажется, что демократы, с одной стороны, верят в Камалу Харрис, верят в то, что она очень способный политик, в то, что она правильный человек на сегодняшний момент. Но они все-таки нервничают. И это очень интересно. Знаете, я не могу сказать, что у нас общий расизм. Но нам очень нужно, чтобы Камала Харрис чтобы она победила, чтобы мы могли побороть в себе вот этот предрассудок, а что если только белый мужчина? А что, если это единственный вариант, который работает, и даже Байден был бы лучше, потому что он белый мужчина. И поэтому сейчас я очень надеюсь, что Камала Харрис победит. И то, что мне дает надежду на это, во-первых, энтузиазм. Потому что у Камалы Харрис сейчас ралли, у нее 3Б. У нее то Барак Обама, то у нее Бейонсе, то у нее там еще что-то было, я пытаюсь вспомнить, кто-то на «Б», но у нее, значит, она окружила себя, значит, звездами, Брюс Спрингстин, пардон. Брюс Спрингстин — это великая рок-звезда, так что а теперь Камала Харрис возрождает рок-музыку, кажется, в Соединенных Штатах, потому что ее ралли — это рок-концерты с выступлениями разных звезд, и пытаются людей возбудить, чтобы мы радовались. А демократы из-за критического мышления сомневаются. И все время вот это сомнение, и то, что осталось мало дней, и очень нервно. А в это время республиканцы, которые, так сказать, то, что Даннинг-Кругер называется самоуверенные идиоты. У них ощущение, что все идет прекрасно. Поэтому они уверены в победе. И я начинаю слегка нервничать, когда я думаю о том, что же они подумают, когда выяснится, что они проиграли. Потому что, посмотрите на энергию, на ралли Трампа. Когда он приехал, он ралли вчера в Мичигане, на 3 часа люди стояли на холоде и ждали это существо. Он отталкивает, люди будут просто, я не знаю, при ковиде 1 миллион людей не пережило это чудо. Но, в общем, ситуация у Трампа, как сказать, с одной стороны ужасная, а с другой стороны мы помним, как в 2016 году, последние дни перед выборами, он метался по стране один-одиночный, никого с ним не было, все поддерживали Хиллари, а потом он раз и выиграл. Поэтому вот это раз и выиграл очень всех напрягает, потому что ставки действительно велики. Когда Вашингтон-Пост отказывается объявить о том, кого они будут поддерживать президенты, и люди говорят: вы трусы,
Это уже, знаете, когда СМИ начинают преднамеренно ложиться перед возможным диктатором, это очень опасно. Поэтому Трампу нужно проиграть, чтобы, мы видим, как наши институты нас не спасут. И вот все, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра мы могли... Это то, что делает каждый политик. Нужно оставить на поле боя все, чтобы после выборов не говорить, а вот если бы я еще вот только пошел в двери постучал, так пойди и постучи. Кстати, проблема у Трампа то, что он вместо того, чтобы надеяться на то, что пойдут люди будут стучать в двери, как это всегда полагается, он нанял это, значит, Маск ему заплатил за этих людей, эти люди должны были пойти, но это выяснилось, что это просто был распил бюджета, распил контракта, и много этих дверей, никогда в них никто не стучал. Но проблема в том, что в них каждый день, каждый момент через телефон стучит Трамп. И поэтому он сейчас является get out the vote machine, когда он как бы убеждает людей пойти и избираться. И у республиканцев тоже тут, надо сказать, проблемы. Потому что, с одной стороны, они не доверяют официально выборам, потому что там такое происходит. Хотя ничего нельзя было доказать, что кроме... в каком-то штате искали, сделали полный аудит, в Джорджии, что ли, нашли 20 людей, которые не имели права регистрироваться на выборы. Это 20 человек на мультимиллионный штат. А с другой стороны, они понимают, республиканцы, что нужно все-таки голосовать заранее. У них традиция, они голосуют в день выборов. В день выборов республиканец гордо идет и считает, что тогда не знаю что. А демократы все больше и больше голосуют заранее. Потому что в день выборов может быть разная погода, кто его знает. Это должно опять же сыграть против Трампа. Плюс у Камалы Харрис больше денег. Я уже сказал, что у нее организация, у нее энергия. И вообще американские люди, по идее, не должны пойти за фашистом. Опрос населения, который говорит, если вы считаете, что Трамп фашист, вы собираетесь за него голосовать, зная, что он фашист. 8% людей, которые поддерживают Трампа, говорят, что они проголосуют за него, зная, что он фашист. То есть они не считают его фашистом. Это, к сожалению, отдельный разговор, но ставки очень велики. Более чем велики, но иногда они и уравниваются. Последний опрос The New York Times из Сиенского колледжа демонстрирует, что сейчас рейтинг кандидатов от демократов и республиканцев, соответственно, Камалы Харрис и Дональда Трампа, сравнялся и составляет 48%. Практически впервые, насколько я понимаю, за это время до дня голосования. В то же время среди тем, которые мы видим и больше всего обсуждают кандидаты, по крайней мере, то, что мы видим в медиа западных, это то, что, например, на митингах в Техасе Трамп все больше говорит о границах, а Харрис говорит о последствиях непоправимых запрета абортов. А есть ли вообще тема Украины или нету? И Юрий сразу в ответ на комментарии наших зрителей, которые смотрят нас онлайн и которые смотрят нас из России, по всей видимости, говорят, что, наверное, вы никогда не слышали выступления Камалы Харрис, она не может ответить ни на один вопрос. Но Юрий всегда может ответить на все мои вопросы, и на такие, полагаю, тоже. Давайте начнем с Камалы Харрис. Да. Камала Харрис политик. Она отвечает, я бы сказал, иногда кланки. То, что, знаете, вот тебя подбрасывают, и она вот как бы вот и ударила. Но это вот можно было бы и полегче, можно было бы понатуральнее все это оформить. Как-то так разворачивается, отвечает, бьет, но не уверенно. А в это время у Трампа горят штаны, он бегает по сцене и обещает фашизм. И мы говорим, вы знаете, а вот Камала Харрис не до конца ответила на мой вопрос, что она хочет делать по поводу налоговой политики. Трамп кричит про то, что иммигранты едят кошек и собак, и вообще, я уже не говорю, как он говорит про гусей. А гуси-то где? Гуси, улетели. Так вот, у Трампа большие проблемы с реальностью. Но Камала Харрис, единственный вопрос, на который, я считаю, она очень четко отвечает, это если она считает, что Трамп фашист. Да. И это очень четко. Все остальное, она, смотрите, был момент, и я за этим наблюдаю с моей политтехнологической перспективы. В начале кампании и в середине кампании нужно объяснять людям, что вот вы говорите, что у меня такая позиция, давайте я уточню, у вас хороший вопрос, это прекрасно, и объяснять, и убеждать. Но мы прошли этот период. Сейчас уже разговаривать с неуверенными, неубежденными поздно. Сейчас явка. Мы сейчас находимся в тот момент, когда Камала Харрис любой вопрос переводит на то, что нельзя забывать, что Трамп фашист.
И вот это то, что у него там томик Майн Кампфа стоит на тумбочке с кроватью, про это уже говорили, про то, что генерал Келли называет его фашистом. То есть он и любит, и то, что это заявление Трампа про то, что ему не хватает гитлеровских генералов, которые, с одной стороны, пытались Гитлера убить, но Трамп про это не знает, и проиграли Гитлеру войну. Но он тоже этого не знает, потому что он никогда не помнит, кто тут наши были. Поэтому у Трампа большая проблема, и у Камалы большая проблема, и все нервничают. А Украина, с одной стороны, в общем-то, вышла, наверное, из гонки. Мы вернулись к внутренней политике. Внутренняя политика — это, как вы правильно сказали, со стороны Камалы Харрис она говорит про демократию, она говорит про защиту, про угрозы. И, естественно, для женщин она говорит про аборты. И поэтому, когда республиканцы говорят, интересно, значит, почему меньше женщин голосуют за республиканцев, но посмотрите на политику. Поэтому Камала Харрис для женщин говорит про аборты, для мужчин говорит про 6 января, что является манифестацией всего того, что Трамп, можно говорить, но он не это имел в виду. Не это имел в виду. Он что-то имел в виду. Это всегда такое происходит. Он сейчас был на интервью, и он сказал, что сын Линкольна умер, и Линкольн был в печали по этому поводу. А потом тут же выяснилось, что сын умер через 6 лет после Линкольна, и Трамп не знает, о чем он говорит. Но другой сын Трампа был действительно умер, другой сын Линкольна действительно умер во время президентства Линкольна, и, возможно, Трамп перепутал имя сына. Тогда все как бы хорошо. Но вопрос-то был вообще не об этом, о чем он говорит. Понятно. Поэтому, когда он начинает выдавать неправильную информацию, и люди начинают его оправдывать, это кошмар. А на данный момент мы видим человека, который просто обещает кровавую баню. Он пытается избираться на идее кровавой бани. Так что я не могу себе представить, как такой человек может выиграть в Соединенных Штатах, но это нужно пережить. Однозначно просто таки. Wall Street Journal пишет о том, что разговоры Маска и Путина угрожают национальной безопасности США. В Кремле все отрицают. Говорит, вообще говорили там до 2022 года и не пойми, когда последний раз. Маск особо не комментирует. А это угрожает репутации Трампа или наоборот, таким заядлым трампистам подбадривает их к такой кровавой бане в дальнейшем? Смотрите, если мы наблюдаем, что есть мейнстрим и есть Трамп, и Маск был как-то ближе к мейнстриму, и он постепенно переходит полностью к Трампу. И теперь те, кто за Трампа, говорят, слушайте, Илон Маск даже гениальнее, чем я думал. Он оказывается супер-супер смарт, потому что он супер-супер любит Трампа. Но это замечательно. Правда, эти люди уже, как правило, у них меньше и меньше возможностей покупать товары Маска. Потому что вот эти Теслы, то, что он делает, кроме Старлинка, за который платит государство, это для людей, которые поддерживают планету, экологию, зеленые, то есть образованные, то есть демократы, то есть своим собственным покупателям в их машины. И после этого говорит, он такой прекрасен. Значит, это будет у него проблема для бизнеса, потому что Илон Маск показывает себя как Трамп. Это вот такой Майдас, король Мидас, наоборот. Все, до чего он дотрагивается, уничтожается. И вот проблема в том, что Маск действительно имеет большое влияние, его инженера, на нашу космическую программу. И мне кажется, что когда Маск говорит, что если изберут Камалу Харрис, I'm fucked, ты имея в виду, что это не факты, он имеет в виду, а то, что ему плохо придется при Камале Харрис, то, с одной стороны, о чем он говорит? Он ходит в Белый дом, нормально у него общение, у него гигантские контракты. Но, с другой стороны, у Камалы Харрис действительно в ее программе, часть ее программы, у нее же есть программа, и часть ее программы – это борьба с монополией. А что Илон Маск представляет? Это монополист. Поэтому тут действительно есть ему такие определенные угрозы, которые ему бизнесу, его возможности делать. Потому что когда Трамп говорит про свободу, и свобода Илона Маска и Трампа делать все, что они хотят. А когда Камала Харрис говорит про свободу, это свобода женщин делать то, что они хотят со своим телом. Свобода людей голосовать и выражать недовольство властью. Потому что когда Трамп уже говорит о том, что он хочет закрыть все газеты и журналы, которые им недовольны, это не демократия, друзья. Это социализм, коммунизм, тоталитарианизм. Вы придумайте этому название, но говорить, что Камала Харрис коммунист, потому что Трамп фашист, это просто зеркалить без мозгов. Поэтому нужно понимать, что у фашиста есть определенное определение, простите за тавтологию, в которое, по мнению помощника Трампа, 2 года генерал Келли ему помогал, он считает, что Трамп входит полностью в определение фашиста.
То есть, если люди теперь поддерживают Трампа, они каким-то образом поддерживают Гитлера, потому что они за фашизм. Шутка тут, шутка, ужас. Ужас в том, не в том, что они как бы, я не знал. Ужас в том, что им это может понравиться. И вот это, когда у нас теперь уже слово есть такое «fash curious», когда фашизм любопытный. О, я и не думал о таком варианте. Выясняется, что десятилетиями нам показывали документальные фильмы про то, что фашизм – это плохо, а его показывают американцам, они говорят, мне любопытно, расскажите, пожалуйста, больше про вашу веру, про вашего Господа Бога. У нас тут уже разные верующие ходят, расскажите про вашего. Это очень любопытно. И Трамп сейчас хочет устроить ралли в Madison Square Garden, большой, значит, баскетбольная круговая такая арена в центре Манхэттена. И там было большое историческое ралли в 1939 году прошлого века, когда американские нацисты собрались. Там был большой портрет Джорджа Вашингтона, который висел над всей сценой. И говорят, что Трамп сейчас собирается повторить то же самое. Так что ищем большой портрет Джорджа Вашингтона над сценой в Madison Square Garden. И о чем это говорит? Он пытается запугать людей и таким образом попасть к власти. И мы уже видим, что его запугивание избирателей работает. Пример Вашингтон-Пост – это только институционный пример того, что мы слышим, происходит на каждодневном уровне, когда люди, скажем, человек-иммигрант, но легальный, а, скажем, супруг нелегальный. Супруг говорит, может быть, не надо голосовать, потому что ты таким образом нас подставишь. А вдруг придет к власти Трамп, нам тогда всем хуже будет. Поэтому люди начинают побаиваться, и этот страх начинает работать. Поэтому так важно, чтобы эти выборы уже наконец, закончились, чтобы люди проголосовали, и мы могли дальше двигаться, разбираясь с тем, что делать с этой всей грязью, которая останется нам от Трампа. Но, по крайней мере, это нужно, чтобы Путин мог наконец понять, например, что у него теперь не Трамп будет навсегда в Белом доме, а у него будет Камала Харрис. И ему надо по этому поводу будет что-то делать. Правда, Илон Маск, то когда он не раздает лотереи, кстати, он прекратил лотерею, потому что ему сказали, это, скорее всего, нелегально. Он шутил в церкви о том, что почему-то никто не пытается убить Камалу Харрис. Друзья, мы очень серьезные моменты сейчас наблюдаем. Да, более чем. И на самом деле тут ничего не смешного, уже не комического, а вызовы и демократии, а не только лишь демократам всего мира. Видим, как без конца и без края и друг с другом просто-таки более плотно работают диктаторы, автократы и не только лишь. И я сейчас, конечно, уже подвожу наш разговор к теме КНДР и как на это будет реагировать цивилизованный мир. Больше 1100 человек вместе с нами сейчас в прямом эфире Ютуба 24. Друзья, задавайте свои вопросы, пожалуйста. Юрий Рашкин вместе со мной, общественный и политический деятель Соединенных Штатов Америки. Что ж, Юрий, все медиа в унисон и наперебой пишут о том, что, ссылаясь на своих экспертов и не только, что Китай раздражен, напряжен, обеспокоен, не нравится ему то, что делает КНДР и Россия. Казалось бы, его такие вассалы, но тем не менее как-то, видно, пошли играть не в ту песочницу и не теми солдатиками в прямом и переносном смысле, которыми он хотел. Пишет об этом и The New York Times, и Financial Times, и не только лишь. В то же время в Пентагоне, в Белом доме признали, да, солдаты из КНДР есть в России, да, возможно, они начинают бои на территории Курской области, но еще непонятно, какова их конкретная цель, и непонятно нам, вот, будут ли Соединенные Штаты настолько же обеспокоены сотрудничеством еще более усиленным КНДР и России, если Китай в in public делает вид, что ему как будто он вообще не в курсе и не комментирует, да, только намекая о третьих странах, которые не должны быть втянуты в конфликт, о чем говорит Си на саммите БРИКС, то насколько решительной и публичной может быть реакция Соединенных Штатов Америки, как сейчас эта тема артикулируется, главный ответ на нее, Юрий, каким он должен быть, по вашей оценке? По моей оценке, я считаю, что у меня нет всей той информации, которая должна быть для того, чтобы принимать решения. Но мне очень нравится подход Пентагона, который при администрации Байдена, в принципе, играет с открытыми картами. И предупреждает всех о том, что знает, о том, что происходит. Возможно, я надеюсь, они знают чуть больше, чем то, что они нам говорят, но так же, как они предупреждали Украину о вторжении в 2022 году, так сейчас они говорят, что у нас есть информация, что 2000 севернокорейцев были перевезены на корабле из такого-то порта в Северной Корее, во Владивосток, где они высадились и должны проходить какой-то тренинг в 3 разных местах. И вот мы за этим следим. Это, знаете, это вот, мне кажется, должно говорить Путин, что он под колпаком.
что за ним следят. И это главное, что сейчас хочет дать ему знать Пентагон. Мы знаем, что вот происходит ваш GPS, так сказать, мы следим. Это не та история, как у Израиля с пейджерами, но тем не менее за Путиным следят. И как эти войска будут использоваться? Если это будут инженерные какие-то строительные рабы, или это будет какая-то охрана, это не является той решительной, как бы, тем решением, из-за которого само по себе приведет к высадке американских, я не знаю, кого угодно, спецназа, где угодно в Украине. Потому что пока что эти севернокорейцы, вообще в России, и, их мало, и, они очень далеко. И вот если они оказываются ближе, и они влезают в Тум, то, простите, сейчас по сведениям Пентагона уничтожается от 1200 до 1500 в день. И если приезжает 2000 корейцев, это что, шутка? Это на один день? На 2 дня, что это такое? Поэтому это не решение. Но если севернокорейский лидер решил теперь продавать свои Путину, то это ценный, значит, Путину надо будет что-то за это отдавать Северной Корее. И это говорит с точки зрения США о том, что Корея решила вступить в этот конфликт, и теперь все удары по корейцам это без проблем. И заодно, кстати, Южная Корея тут же включается, потому что там, где Северная Корея, там и Южная Корея. И это означает, что теперь Южная Корея, скорее всего, будет намного больше поддерживать Украину. Я надеюсь, что Южная Украина будет больше поддерживать Украину, чем Северная Корея Россию. Потому что 2000 корейцев – это не так уж много. А Южная Корея может очень много сделать для того, чтобы помочь Украине. Таким образом тоже может их вести. Тут есть, разные аспекты, но мне кажется, что в конце концов Пентагон видит, Пентагон наблюдает, и Пентагон будет принимать следующие решения. И пока что это говорит о том, что, как вам сказать, насчет Китая, надо все-таки упомянуть по поводу Китая. С точки зрения Пентагона, они явно считают, что Китай как бы должен быть, это идет в противоположность того, что Китай заявляет, значит, они как бы им намекают, что смотрите, что у вас здесь происходит. Такое ощущение, что как будто Китай не знал, а теперь от Пентагона их оповестили. Вы знаете, что ваш вассал здесь, ваши 2 вассала, пока вы там занимаетесь своими китайскими проблемами, ваш вассал 1 и вассал 2 решили, значит, вместе атаковать Украину. Вас это устраивает, потому что у вас здесь экономика, которая так сдувается. Вы хотите, чтобы эта китайская экономика полностью, потому что контракты мы так уже Соединенные Штаты возвращаем наши заводы обратно либо в США, либо переводим их в дружелюбные Вьетнам и так далее. Поэтому Китаю тут это доводит до их сведения, что если они не очухаются, и эти 10 или эти 2000 китайцев станут 10 тысяч, 2000 севернокорейцев станет 10 тысяч, то будут последствия, которые Китаю не нужны. Поэтому тут еще такая надежда на то, что Китай может приструнить Северную Корею. Или, по крайней мере, теперь мы знаем, что Россия, Северная Корея, Китай, все на виду, все, значит, части для Гааги, все собирается. Причем Нью-Йорк Таймс пишет о том, что уже к 28 числу октября Россия может накопить на территории Курской области 5000 элитных солдат КНДР. Они сейчас передвигаются как раз. И действительно, где 5, там и 12, как сообщала наша разведка, которые в целом могут находиться сейчас на территории России. И разведка Южной Кореи об этом сообщала. Там и 120 тысяч, в принципе, может быть. Где Китай, там Северная Корея, где угрозы, там Южная Корея, Украина, надеемся мы. А еще там, где Южная Корея, там и Соединенные Штаты Америки, которые являются также надежным плечом Южной Кореи в регионе. А ведь Северная Корея не просто так помогает России, возможно, и обкатывает свои войска для дальнейшей эскалации именно в том регионе, насколько говорят и в нашем центре противодействия дезинформации, не только лишь. А учитывают ли США и эту возможность того, что Северная Корея на самом деле готовится пойти куда дальше, чем Курская область, а сейчас о постоянных возможностях и угрозах эскалации со стороны Северной Кореи для Южной? Я думаю, что это очень серьезная угроза, которая воспринимается и Соединенными Штатами, и Южной Кореей в первую очередь. Когда Северная Корея взрывает дороги, которые ведут к границе, то это, конечно, посылает сигналы, это говорит о многом, но при этом война между Северной и Южной Кореей, на данный момент относительно холодная, а война в Украине очень-очень горячая.
И тот факт, что Северная Корея теперь готова, чтобы ее войска участвовали в боевом конфликте, а это означает, даже если они выживут, то они набираются важного боевого опыта, который теперь, значит, у них будет реальный боевой опыт. Это говорит о том, что это важно для диктатора, и это говорит о определенной следующей ступени. Когда мы обсуждаем следующие атакамсы, следующие дистанции, следующие ступени, вот это, когда северные корейцы оказываются в Украине, это следующая ступень вниз. И, знаете, у меня было ощущение, что Путин не остановится, пока всю страну не провернет через эту мясорубку. Но я не ожидал, что он также будет проворачивать через эту мясорубку и Северную Корею, и Иран. Все заплатят за то, что Путин решил вторгнуться в Украину. Заплатят еще и какую цену. В то же время глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер, считает, что если военные Северной Кореи вступят в российско-украинскую войну полноценно, то США должны рассмотреть возможность прямых военных действий. А что он имеет в виду и могут ли действительно стать военные КНДР прямой военной законной целью не только для нас, а возможно и для наших союзников? Знаете, я тут слышу надежду, робкую надежду от республиканца, что показать, что у республиканской партии есть совесть, есть какое-то чувство ответственности, понимание того, что США лидер в этом мире. Но я бы хотел услышать, как этот конгрессмен рассказывает об этом собственным избирателям. Потому что его собственные избиратели считают, что Украина – это очень подозрительная страна, потому что там такая коррупция, и они все время нападают на Трампа. Так что я думаю, конгрессмена Тернера, тихо бы он молчал себе в тряпочку, дольше будет сидеть как глава этого комитета. Хотя, если прогнозы ожидаются, он перестанет быть главой этого комитета, потому что республиканцы потеряют большинство в Палате представителей, ожидается. Но, возможно, заберут себе Сенат, что, кстати, другая проблема и отдельный разговор. Но мистер Тернер – это хорошее заявление при плохой игре, потому что мы видим, что его глава Трамп только занимается тем, что тормозит помощь Украине. А сейчас сделать такого типа заявления, когда у нас осталось до выборов, до окончания сезона выборов, там полторы недели, и это что? Это призыв к тому, чтобы Байден сейчас начал Третью мировую войну? Это то, что хочет конгрессмен Тернер? Ну, наверное, это оправдает то, что говорит Трамп, который говорит, что Байден хочет начать Третью мировую войну. И если вы хотите Третью мировую войну, то, значит, вы дурак, потому что нужно не хотеть Третьей мировой войны, пытаться ее избежать и голосовать за Трампа. То есть тут просто incentives для них, причины для них выступать очень видны. Они, не нужно быть там Нострадамусом, чтобы смотреть далеко вперед. Выборы 5 ноября. Конгрессмен Тернер пытается сделать все, что он может, чтобы политизировать ситуацию. Потому что сейчас мы видим, что за севернокорейцами следят, про них говорят. И если это, опять же, как заявление этого Медведева, когда это никого не волнует, кроме как пробить больше помощи Украине. Когда появляется очередное безумное заявление, когда появляются 2000 севернокорейцев во Владивостоке, то это будет очень серьезным напоминанием Конгрессу о том, что нужно дать следующий пакет помощи Украине как можно скорее и не ждать, и прямо сейчас. А конгрессмены скажут: ну, тогда можно подождать. От Владивостока до Курской области еще очень долго. И как эти северные корейцы будут воевать? Они же не общаются, у них языки разные. Можно задержать помощь Украине. Вот такого типа, я боюсь, разговора мы будем иметь после выборов. А сейчас надо просто пойти, проголосовать, выполнить наш гражданский долг для всех тех, кто живет в Соединенных Штатах. И очень важную роль играют люди, которые являются гражданами Соединенных Штатов, но живут за пределами Соединенных Штатов. Посчиталось, что 1,5 миллиона людей именно в свинг-штатах, в наших пурпурных 7 штатах, это 1,5 миллиона, которые могли бы там проголосовать, живут за пределами страны. Так что, друзья, возможно, это вы. Возможно, вы тоже являетесь жителем штата Висконсин. Так что посмотрите, если у вас есть возможность, обязательно проголосуйте. И понимайте, что вы можете своим голосом спасти Украину и спасти наш мир. Однозначно. Ну, издание «The Telegraph» пишет, что Третья мировая так-то вообще идет, и мы не один раз об этом говорим. Но чтобы не было следующей мировой войны, конечно, надо быть выверенным во всех своих действиях, заявлениях, и не только лишь не хайповать на тех проблемах, которые на самом деле составляют вызов глобальной безопасности. Юрий, у нас буквально несколько минут, но я вас не могу спросить как думал великий геополитический игрок, это большой сарказм сейчас Путин, что он создаст сейчас альтернативу вражескому НАТО, создаст просто-таки, напугает всех, собрав не пойми кого, потому что даже его как будто вчерашние дружки половина отказались приехать поесть пельмени и чак-чака в Казани. Ну да, кто-то, конечно, прибыл, но тем не менее.
25 миллиардов рублей, Юрий, на это налогоплательщиков россиян потратили, вот на эти пельмени не только лишь. Ну, следили ли в Штатах, в принципе, за этой опасной и просто-таки влиятельной альтернативой вражескому Западу и испугались ли? Я думаю, что следили. Если мы знаем, где находится 2000 севернокорейцев, в каком порту в Владивостоке, то я думаю, что за БРИКСом, наверное, следили со спутников. Возможно, у нас есть, так сказать, человеческие ресурсы внутри, потому что, естественно, на российскую журналистику полагаться нельзя. Ну, как, приехали, поговорили, доказали, что они такие вот изгои вместе. Это же очень плохо, потому что в Соединенных Штатах, например, много вещей оспаривается, но Путина не любят. И когда Путин сидит за столом, даже если это большой стол, но это стол в Казани, за которым нет ни одного приличного человека, я не вижу ни одного знакомого флага. Знаете, тут Бразилия, вот узнал Бразилию. Но это страны, лидеры которых могут хорошо одеваться. А люди в этих странах так одеваться, как эти лидеры, не могут в основном. Это показатель, мне кажется. Возможно, того, что... И, кстати, про Китай надо отметить, что, наконец, их, панды приехали. Это так хорошо, потому что мы же измеряем нашу дипломатию с Китаем в пандах. Приехал панда, есть Китай. Не приехал панда, нет Китая. Панды приехали. Значит, Китай сейчас пытается работать и нашим, и вашим. Нам, значит, панды, а России пельмени. Так что все эти страны, которые собрались, это можно сидеть и осуждать, и печально наблюдать, например, господина Пашиняна. Смешно наблюдать персонажа Лаврова, который по книге Боба Вудворда понятия не имел, что Путин собирается устроить вторжение в Украину. Это все, знаете, такие персонажи, про которых мы много знаем, и мало чего хорошего. Однозначно. И еще не могу не спросить, конечно, о том, что Ллойд Остин, министр обороны США, был в Украине с неанонсированным визитом, был также в Ватикане, где говорил о том, что любая война, как и война в Украине, заканчивается за столом переговоров, но только на условиях Украины, конечно же. А на самом деле, Юрий, насколько вопрос переговорного трека актуален в администрации Белого дома нынешней, как вы полагаете, и действительно ли никогда не будет, по крайней мере, до января следующего года, мы не знаем все равно точно исхода выборов 5 числа, не будет никакого давления на нас, чтобы переговорный процесс был не на наших условиях или за нашими спинами? Смотрите, Ирина, вы здесь приводите очень интересные факторы вместе, потому что действительно мы наблюдаем, с одной стороны, переговоры, вечные переговоры, о которых вот что же сейчас с переговорами, но при этом понимание того, что в конце концов даже российская капитуляция будет подписана за столом переговоров. Да. Мне нравится. Да, с другой стороны, Байден сейчас серьезно повысил, называется surge. Surge – это когда повышение помощи, повышение войск, повышение чего угодно. Вода может surge во время урагана. И мы это то, что делали Соединенные Штаты в Ираке, когда мы решили побороться с партизанским движением, и мы устроили там surge. Мы наводнили там войсками, деньгами, оружием и побороли на несколько лет. И сейчас это то, что администрация Байдена анонсирует как часть того, что они взяли замороженные российские деньги, используют их для того, чтобы помочь Украине, как часть того, что мы следим за КНДР. Это вот часть того, что сейчас срочно нужно передать Украине массу денег, массу оружия, массу всего. Это интересный момент, потому что, ну, как сказать, не обязательно в то время года даже, когда это ожидалось бы. Но это происходит именно сейчас, именно перед выборами, когда до конца каденции Байдена остается 3 месяца, и мы не знаем, кто будет президентом. Но это решение, которое делается, это говорит о определенной, мне кажется, уверенности того, что Украина должна победить. И вот сейчас это еще одна монета в эту копилку украинской победы. И в какой-то момент там будет достаточно на весах, чтобы Путин сел за стол переговоров. И, возможно, сейчас тот surge, который делается, там мощный уровень поддержки. А если при этом еще и проиграет Трамп? Ну, посмотрите на ситуацию Путина. Он тогда оказался, с одной стороны, Украина наводнена оружием, и Трампа не оказалось в Белом доме. Что теперь делать? Надо думать. Я, правда, сомневаюсь, что эта война закончится при живом Путине, но, может быть, его кто-нибудь укокошит, если он, наконец, если Трамп проиграет выборы, и Украина выглядит сильнее еще и сильнее на поле боя. Ну, я думаю, в этот момент мы просто потеряем Путина, наконец. Это просто один из самых прекрасных прогнозов, которые я слышала за последние дни, как и анализов также. Юрий, спасибо вам огромное. Это специальная награда, Ирина, для тех, кто просмотрел весь эфир. Да, кстати.
Хитро, хитро, однако. Друзья, когда будете писать, смотреть нас в записи, то тоже уже для вас будет вот такой приятный сюрприз и вишенка на этом торте. Спасибо большое, говорим мы сейчас Юрию. Почти 2000 человек провели с нами эти полчаса. Юрий, благодарю вас. До встречи. И также и в наших новых форматах. Скоро, пока интригу сохраним, будем вас с Юрием ждать. Всего доброго, берегите себя, хорошего дня. Взаимно. Спасибо, Юрий. Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа Рок, штат Висконсин, был вместе со мной, Ириной Узловой. Друзья, спасибо вам за активность. Поставьте свои лайки, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь. YouTube Рашкин Репорт. В описании под этим видео активная прямая ссылка. Там еще больше интервью об американской политике, не только лишь, конечно же, и о вопросах российско-украинской войны. И на YouTube 24 тоже подпишитесь. Всегда вам рады. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.